понимаете, но смутно. Не мыслите, а чувствуете интуитивно. Каждый когда-нибудь испытывал на себе, что такое интуиция. Например, вы чувствуете, что кто-то сейчас должен прийти, или что-то должно случиться, или о чем-то просто знаете без объяснений. Разум постоянно занят генерацией мыслей. Голос души буквально заглушается этой мыслемешалкой, поэтому интуитивные знания труднодоступны. Если остановить бег мыслей и просто созерцать пустоту, можно услышать шелест утренних звезд, внутренний голос без слов. Душа может найти ответы на многие вопросы, если прислушаться к ее голосу. Научить душу целенаправленно настраиваться на нереализованные секторы, а разум заставить слушать то, что хочет поведать душа, достаточно трудно. Давайте начнем с малого. У души есть два достаточно ясных чувства – душевный комфорт и дискомфорт. Разум имеет обозначение для этих чувств – «мне хорошо» и «мне плохо». «Я уверен» и «я беспокоюсь». «Мне нравится» и «мне не нравится». В жизни на каждом шагу приходится принимать решения, делать то или другое. Материальная реализация перемещается в пространстве вариантов, в результате чего получается то, что мы называем своей жизнью. В зависимости от наших мыслей и действий реализуются те или иные секторы. Душа имеет доступ к полю информации. Каким-то образом она видит то, что лежит впереди, в еще не реализованных, но надвигающихся секторах. Если она настроилась на пока не реализованный сектор, она знает, что ее там ждет – приятное или неприятное. Эти чувства души разум воспринимает как смутные ощущения душевного комфорта или дискомфорта. Душа очень часто знает, что ее ждет, и она слабым голосом пытается заявить об этом разуму. Однако он ее почти не слышит или не придает значения смутным предчувствиям. Разум захвачен маятниками, слишком озабочен решением проблем и убежден в разумности своих действий. Он принимает волевые решения, руководствуясь логическими пассажами и здравым смыслом. Однако хорошо известно, что разумные рассуждения вовсе не гарантируют верное решение. Душа, в отличие от разума, не думает. Она чувствует и знает, поэтому не ошибается. Люди поздно спохватываются, ведь я знал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Задача состоит в том, чтобы научиться определять, что говорит душа разуму в момент принятия решения. Сделать это не так уж сложно. Необходимо всего лишь наказать своему смотрителю, чтобы он обращал внимание на состояние комфорта души. Вот вы принимаете какое-то решение. Ваш разум всецело захвачен маятником или поглощен решением задачи. Для того, чтобы услышать шелест утренних звезд, достаточно просто вовремя вспомнить, что вам надо обратить внимание на ваше душевное состояние. Это настолько тривиально, что даже не интересно. Но это так. Проблема лишь в том, чтобы обратить внимание на свои чувства. Люди больше склонны доверять разумным доводам, чем своим чувствам. Поэтому люди разучились обращать внимание на состояние душевного комфорта. Вот вы проигрываете в уме один из вариантов решения. Разум в этот момент руководствуется не чувствами, а здравыми рассуждениями. Он вообще не склонен в такой момент воспринимать любые чувства. Если вам удалось вспомнить, обратите внимание, что вы чувствуете. Вас что-то настораживает, беспокоит, внушает опасения или не нравится? Вот вы приняли решение. Прикажите разуму на мгновение замолкнуть и спросите себя, хорошо вам или плохо? Теперь склонитесь к другому варианту решения и снова спросите себя, хорошо вам или плохо? Если у вас нет однозначного ощущения, значит ваш разум еще очень плохо слышит. Пусть ваш смотритель почаще заставляет вас обращать внимание на состояние вашего душевного комфорта. Но может быть, что и сам ответ на ваш вопрос неоднозначен. В таком случае нельзя полагаться на столь неопределенные данные. Остается действовать так, как подсказывает разум. Или
Или же упростить вопрос. Если удалось получить однозначный ответ «да, мне хорошо» или «нет, мне плохо», значит, вы услышали шелест утренних звезд. Теперь вы знаете ответ. Это не означает, что вы поступите в соответствии с велениями души. Мы не всегда вольны в своих поступках.